Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чангуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Напоминаю вам про поцелуй от Чангука для Тэхёна в его день рождения. Девятое место. Взгляд Тэхёна. Я думаю, тут не нужны комментарии. Прежде чем продолжить, я хочу напомнить вам, что у меня есть каналы на Бусти и в Телеграм, на которые вы можете подписаться, если вы еще не подписаны. Название и ссылка есть в описании. Восьмое место. Совпадение или нет? Чангук серьезно поцеловал его в нос? Очень любопытно. Седьмое место. Я все еще пытаюсь разгадать, что происходит на видео. Шестое место. Поведение пары. Чангук позволит все, что хочет его парень. Эффект Тэхёна. Пятое место. То, как они съедают друг друга взглядом. Четвертое место. Забота. Тэхён расчувствовался и плакал, увидев плачущего Чангука. Они так тонко чувствуют друг друга. Третье место. Новости.
Тэхён самый внимательный друг. Он отправил поздравительные цветы для своих друзей-стилистов Мунджина и Киу в честь открытия их салона красоты Комьюн. Об этом Киу рассказал в своем блоге во время экскурсии по студии. От Ким Тэхёна. Желаю вашему бизнесу большого успеха. Чангуку определенно нравится. Из воспоминаний солдат, которые проходили учения в экстремально холодную погоду, которые Тэхён проходит сейчас, они очень тяжелые. Цель учений – научиться выживать в самое холодное и суровое время года в Корее. Кемпинг предполагает установку палаток в мерзлую землю и сон в спальных мешках. Учения включают в себя не только походную, но и боевую подготовку, предполагающую реальные ситуации. Солдаты учатся стрелять, применять тактику и проводить операции на открытом воздухе, даже на морозе. Изюминкой этой тренировки является сильный холод, из-за которого вообще невозможно спать по ночам. На следующее утро боевые ботинки, которые остались возле палатки, замерзали и превращались в камень. Обучение в экстремально холодную погоду и партизанская подготовка считаются самыми тяжелыми тренировками в армии. В то время как партизанская подготовка – это тренировка, которая доводит до предела физические и умственные силы, тренировка в экстремально холодную погоду – это битва с природой. В то время как партизанская подготовка гарантирует минимальный отдых, тренировка в экстремально холодную погоду требует от солдата терпеть холод даже во время сна. Учение в экстремально холодную погоду – это больше, чем просто тяжелая тренировка. Солдаты учатся выживанию на холоде и командной работе, а дух товарищества, который развивается по мере того, как солдаты преодолевают холод с помощью тепла от тел друг друга, остается в памяти на долгое время после окончания обучения. Эти маленькие детали говорят о многом. Недавно Тэхён посетил ресторан. Это место известное благодаря Юкхи Бибимпап, появившемуся во время Корейской войны. Было приятно видеть следы пребывания там наших детей и нашей семьи, но больше всего я был рад узнать, что это было то место, где и Тэхён был в гостях. Автографа от Тэхёна не было в ресторане. Мне не нравится слово «первое», мне нравится «единственное». Тэхён с этим цветом волос. Как же я люблю медовую кожу Чангука.
Хёшин о Тэхёне. Между мной и Тэхёном существует большая разница в возрасте. Я не ожидал, что мы сможем стать настолько близки, чтобы иметь возможность часами говорить о музыке. Однако Тэхён проявил больше музыкальной эмпатии, чем я думал. Независимо от того, выпивали ли мы или просто встречались где-то, наш разговор переходил на тему музыки, и мы плавно перешли к обсуждению нашей совместной работы. Это произошло абсолютно естественно. Сначала речь не шла об исполнении Winter Ahead. Все началось с того, что я помогал и давал советы Тэхёну, когда он готовился к своему сольному альбому, а потом мы в итоге спели вместе. Ранее мне не приходили мысли о сотрудничестве, но как только мы подружились, я сказал, а почему бы и нет? На съемках кинематографического клипа к песне Winter Ahead мы реально ужинали и пили вино. Сначала начали с белого и, покончив с ним, перешли к красному. К счастью, было не так светло, поэтому не было заметно, как мое лицо покраснело от выпитого. Его милые глазки. Чангук побил рекорды популярности. Чангук недавно преодолел отметку в 20 миллионов подписчиков на своей личной странице в глобальной платформе коротких видео TikTok. Несмотря на паузу в деятельности из-за призыва на военную службу в декабре 2023 года, его аккаунт продолжает стремительно набирать подписчиков, преодолев значимую отметку. Из 19 публикаций на аккаунте Чангука 2 видео набрали более 100 миллионов просмотров, а 12 видео – более 50 миллионов. Ранее этот аккаунт установил рекорд TikTok, набрав 1 миллион подписчиков всего за 2 часа и 36 минут после создания. Кроме того, всего за 21 день число подписчиков достигло 10 миллионов, что подтверждает его непревзойденное влияние и популярность. Чангук также стал первым в мире сольным артистом, чей персональный хэштег «Чангук» на TikTok превысил 300 миллиардов просмотров. Этот рекорд закрепил за ним титул короля TikTok. Кроме того, в 2024 году Чангук занял первое место среди самых популярных кей-поп айдолов мужчин, которых чаще всего искали на YouTube в таких странах, как Южная Корея, США, Великобритания, Япония и Тайвань. Он также удерживает титул самого часто ищущегося кей-поп айдола в мире на YouTube уже 5-й год подряд. Помимо этого, каждый раз, когда Чангук проводит прямые эфиры, он вызывает огромный отклик у фанатов. Так, 19 декабря 2024 года он вышел в эфир на платформе Вевос с трансляцией под названием «Очень скучал по вам», которая собрала рекордные 20 миллионов зрителей, став самой популярной трансляцией на платформе с момента ее запуска. Тэхён – самый милый парень в мире. В свой день рождения Тэхён позвонил в кафе Compose Coffee около военной части и спросил, не устраивают ли они день рождения. Когда ему ответили «да», Тэхён сказал, что он именинник, заказал 50 чашек кофе и пришел сам забрать заказ. Самые любимые и хаотичные парни. Виды тренировок в холодных условиях, которые предстоит пройти Тэхёну, условно делятся на 4 типа в зависимости от подразделения. Тип А проходит за пределами базы, устанавливаются палатки, в которых остаются на ночь, а затем на следующий день снимаются и снова переезжают или разбивают лагерь на этом месте на несколько дней.
Большинство полевых подразделений армии относятся к этому типу. Тип В – устанавливаются палатки на тренировочной площадке базы и выполняют задания, поставленные на базе и вокруг нее. Большинство прямых подразделений и подразделений материально-технического обеспечения относятся к этому типу. А в случае прямых подразделений и небольших подразделений в составе независимых батальонов может быть собрано несколько аналогичных подразделений и проведено совместное обучение в одном месте, например, на полигоне других подразделений. Поскольку это в основном делается в гарнизонах, ситуация лучше, чем на склонах гор и в дикой местности. Тип С – список подразделений, находящихся в непосредственном подчинении Министерства обороны. Большинство подразделений, перечисленных в документах, касающихся формирования корейских вооруженных сил, с приставкой «Кимун», являются непосредственно подчиненными подразделениями корейских вооруженных сил. ДЭТ – это подразделение специального назначения Национальной военной полиции, поэтому я думаю, что Тэхён относится к подразделениям типа B или типа C Национального подразделения прямого реагирования. Будем надеяться, что тренировка закончится благополучно. От Тэхёна всегда оживают все бабочки в животе и мурашки. Когда Тэхён просто сидит. На ночь глядя напомню вам, как в тот же день Чангук в прямом эфире складывал свои трусишки. Американский журнал The Netizens Report назвал Ким Тэхёна корейской знаменитостью года, отметив, что Тэхён пользуется поддержкой преданных поклонников по всему миру, непоколебимой преданностью фанатов, выдающимся талантом и влиянием, которые выходят за рамки границ и культур, уважаемым характером, широкой популярностью и привлекательностью во всем мире. То, как Чангук гнался за рукой Тэхёна, чтобы снова держать ее. Он действительно совсем не хотел отпускать. Тэхён был упомянут в книге кандидата педагогических наук, победителя конкурса «Учитель года России» 2018 Алихана Динаева. Почему он не читает? 100 советов, как увлечь ребенка чтением. В семье все одно на двоих. Песня Чангука «Standing Next to You» вошла в список 5 лучших кей-поп-коллабораций 2024 года по версии американских СМИ, что подчеркивает его мировую популярность. Совместная работа Чангука с Ашером «Standing Next to You»
была недавно названа американским журналом о поп-культуре The Honey Pop одной из 5 лучших кей-поп коллабораций 2024 года. Мягкий и проникновенный стиль Ашера идеально передает эмоциональную подачу Чангука, и вместе они создали шедевр, не подвластный времени, говорится в публикации. Благодаря этому партнерству мы с нетерпением ждем, когда Чангук начнет больше сотрудничать в жанре R&B, чтобы бросить вызов и подчеркнуть его впечатляющий диапазон, сказал Ашер, который в восторге от разнообразного будущего Чангука. Песня Standing Next to You дебютировала на 5-м месте в главном чарте Hot 100 синглов американского музыкального издания Billboard и оставалась в нем 19 недель подряд. Кроме того, песня дебютировала под номером 1 в чартах Billboard Global 200 и Global, без учета США, где провела 47 и 54 недели соответственно. Также песня дебютировала под номер 6 в британском официальном чарте синглов ТОП-100 10 ноября 2023 года и провела в нем в общей сложности 11 недель. В первой половине 2024 года Standing Next to You стала номер 1 по количеству цифровых скачиваний в Соединенных Штатах. Она также дольше всех, 5 недель, продержалась на первом месте в чарте Billboard Digital Song Sales, который отслеживает продажи в США в 2023 году, и вошла в десятку самых скачиваемых песен в США в 2023 году с продажами более 1 миллиона единиц. Песня Standing Next to You была включена в список 15 песен в стиле кей-поп, которые взяли 2023 год штурмом по версии премии Грэмми, одной из 3 главных церемоний вручения музыкальных наград в США, и была названа вечным хитом, которым будут наслаждаться долгие годы. Кроме того, песня была включена в список 100 лучших песен 2023 года по версии газеты Los Angeles Times. Его выражение лица, когда он поет. Как же Тэхён прекрасен с этой прической и оттенком волос. Тэхён и его 50 оттенков. Пришел напомнить вам о том, как Чангук нарисовал участников группы. Как бы все прекрасно, но меня смущает единственный момент, хотя художнику виднее. Глаза – отражение чувств. Тепло. Умоляю, помните, как Тэхён сделал эту фотографию Чангука. Мой мелатометр преодолел недопустимую отметку. Красивая любовь – это безграничное доверие, умноженное на нежность и поддержку.
Выяснить, что Чангук и Тэхён не отлипают друг от друга благодаря тапочкам. Возврат к тому моменту, когда СМИ назвали Тэхёна Сиги, компьютер Generated V, созданный компьютером, потому что его красота слишком идеальна, чтобы быть реальной. Чангук, дай какие-нибудь фотки, и мы не будем драться, обещаем. Когда он играет со своей двойной пирсой. Но как бы ни менялся с возрастом человек, всегда оставалось одно, почему его можно было узнать – глаза. Не знаю, как у вас, но для меня этот Чангук с медовой кожей и темно-русым цветом волос – воплощение маленького принца. Время шло мимо нас, задевая шлейфом ускользающего настоящего лишь наши лица. Мы менялись внешне, становясь взрослее, а наша любовь оставалась по-прежнему необъятной, непосильной для держания в тишине, слишком большой, чтобы уместиться в одном сердце. Второе место. Это так интимно. Чангук так очевидно зависим от этой части тела Тэхёна. Немного нежности и милоты.
Первое место. Не могу забыть этот взгляд Чангука. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.